Приветствую вас все, чудесный вечер, мои дорогие наблюдатели. Сегодня я решила поведать вам об одном произведении, что привлекло мой взор и не дает мне покоя по сей день. А начнем мы для начала с моего знакомства с ним. А стартовало оно с удивительного цифрового цирка. В чем связь? Ща поясню. УЦЦ за эти несколько месяцев успел собрать, достаточное количество просмотров, чтобы у него появились фанаты, в том числе и аниматоры. И те, кто хоть немного следил за фандомом цирка, могли обратить внимание, что с тем же Джаксом была целая пачка видео, в названии которых упоминается некая No Girl Toy. Они достаточно часто мне попадались в рекомендациях, и я все-таки решилась кликнуть на самый популярный. И по итогу я пересмотрела его несколько раз. Там была хорошая анимация, постановка, монтаж, но больше всего мне въелась в мозг сама песня. Изначально я, как, наверное, и многие, решила, что это песня какого-то исполнителя. По итогу, смотря это видео уже раз 12-й, я захотела найти эту песню отдельно, но когда я ввела ее в поисковик, то оказалось, что это песня из анимационного мультфильма 1977 года под названием Raggedy Ann and Andy A Musical Adventure. При первом просмотре я подумала, что это история про игрушек, что тусуется в детском садике или в магазине, собственно, игрушек. И спойлер, я почти угадала. И вот опять. Это анимация, атмосфера и, собственно, песня, ради которой я здесь. Оно так завораживало, не хотело отпускать. По итогу, немного покопавшись, я обнаруживаю, что сам фильм спокойненько лежит на ютубе в открытом доступе и длится всего-то 1,5 часа. Плюс я обнаружила, что сам ностальгирующий критик делал на него обзор. И именно этот фильм запустил его рубрику «Фриковые киношки», что лишь сильнее раздраконило мое желание его глянуть. И вот, 30 декабря 2023 года я его посмотрела и вообще не пожалела об этом. Ладно, давайте уже приступим к сюжету. История начинается с девочки по имени Марселла. Она как раз вернулась со школы вместе со своей тряпичной куклой. Она входит в свою детскую комнату, где нам показывают всех персонажей, что, тем не менее, сыграют свою роль в будущем. Когда девочка отправилась к себе, мы узнаем, что мир здесь работает как в истории игрушек. Они замирают при людях и оживают, когда никого нет. Также мы узнаем, что куклу зовут Тряпичная Энни, и она выполняет роль старосты в их коллективе. И, как я поняла, Энни единственная игрушка, что Марселла берет с собой за пределы дома. Поэтому остальные просят ее рассказать, что она видела и слышала. Становится известно, что девочке сегодня исполнилось 7 лет, и ей была отправлена посылка. Однако, игрушки замечают, что под коробкой что-то есть, а если точнее, кто-то. Им оказывается Тряпичный Энди, брат Энн. И у меня здесь возникает вопрос. Какого черта его заметили только сейчас? Ведь, по его же словам, он провалялся под ней целый день. И ладно, Энни не было дома, и по возвращению ее сразу завалили вопросами. Но остальные? Типа, никого не смутило, что брат их старосты куда-то пропал? Серьезно? Так, ладно, о чем это мы? Ах, да. Подарком оказалась французская кукла Бабет прямиком из Парижа. Наша компашка приветствует ее со всеми почестями, говоря, как же здесь хорошо и как они рады ей. Но наша французская леди не в восторге от всего этого. Она больше задается вопросом, где ее родное Пари и какого фига она здесь оказалась. Параллельно с этим ранее показанный капитан, заточенный в снежном шаре, замечает, что внизу происходит какая-то шумиха. И увидев миловидную новоприбывшую, его конкретно так вштырило. И в момент восторга он принимает волевое решение впервые за эти 7 лет выбраться из своей стеклянной скорлупы и добраться до своей мечты. Уважаемо. Ничего не подозревающая Энни освобождает Кэпа. И, кстати, забавно, как массивно изменился размер корабля. Вот в шаре он всего раза в 3 больше самого капитана. Но как только он выбрался наружу, сразу стал по размеру как кукольный домик. Походу, здесь еще Черная Борода побывал. Кэп берет свой трофей и совместно со своей командой отправляется в открытое море. Когда до всех доходит, что Бабет похитили, и Марселле это явно не понравится, Энни принимает решение отправиться за ними. Итак, Энни и Энди отправляются в путь за спасением Бабет.
Путь их ложится через темный лес, о котором не раз предупреждала их хозяйка. Густые кроны и перекошенные лица древесных гигантов давят на наших героев, но они все равно продолжают идти вперед. По пути они встречают голубого верблюда. Когда-то он был чьей-то любимой игрушкой, но из-за определенных обстоятельств остался один и ищет место, которое он мог бы назвать домом. С виду он милый и безобидный, но из-за того, что он пробыл в одиночестве слишком долго, он стал немного... того. И в момент очередного шизоприступа все трое попадают к... тому моменту, где я окончательно поняла, что обожаю этот фильм. Знакомьтесь, это Жадюга, он же в оригинале Гриди. И знаете, когда я смотрела сцену с песней Энди, я примерно представляла, сколько ведер с кровью собрали создатели, пока работали над ней. Но здесь я с трудом осознаю, сколько кровавых цистерн у них накопилось во время создания этой всей сцены. И чтобы вы понимали, за эти 10 минут пребывания на экране, что Жадюга, что задний фон с героями постоянно двигаются. Дошло до того, что в те редкие моменты, когда он вообще не двигается, у меня в голове возникал диссонанс. В общем, наши герои встречают Гриди, и он им поясняет, что у него есть доступ ко всем сладостям и угощениям в мире, и потребляет их постоянно, даже когда спит, но все равно остается голодным. Чистейшее воплощение чревоугодия и особенно сладкомании. Единственное, что может, по его словам, окончательно его насытить, так это sweetheart. Только здесь имеется в виду буквальный sweetheart. И в попытке объяснить, что они ничем помочь не могут, Энни говорит, что она обычная тряпичная кукла с обычным таким конфетным сердцем. Да, Энни, это было максимально неразумно с твоей стороны. Спасибо, хоть не сказала, что у вас с братом сердца из конфет, а то вам точно была бы крышка. Гриди намеревается вырезать сердце Энн, но через пару исчезновений и сбросив хороший кусок, ребята отделываются лишь легким испугом. Пробежав какое-то расстояние, наши герои думают, что опасность миновала. Но не тут-то было. Дорогу перегородил рыцарь и объясняет, что трио находится на территории Луниленда, где главным праздником является, видимо, 1 апреля. Герои намереваются свалить от горя шутника, но в итоге все равно оказываются у ног местного короля. И, возможно, я сбрендила, но мне одной музыка из всей этой сцены перемещения в подземелье похожа на музыку из Раненган 2-го острова. Наша банда встречает короля Куку. Хоть он и имеет статус короля, ему не дает покоя его рост. И я считаю, что из этой сцены нужно сделать мем. Король объясняет, что единственный для него способ вырасти, так это смех от чужих страданий. Это, собственно, главная причина, почему их сюда притащили. И я не могу не игнорировать факт того, что в этой арке особенно досталось Энди. Тип, серьезно, верблюда максимум непристойно пнули, а Энни отделалась только краской и водой. А Энди тут буквально избивают. Его дважды ударили электрошокером, боксанули, чуть не подорвали и 5 раз врезали пирогом в лицо. Бедняга, он столько и пережил. Это логика из серии, что в прошлой локации Энни чуть не оставили бессердечной, то теперь все шишки получает ее брат, так что ли? Ладно, проехали. Тряпичники с верблюдом терпеть сие надругательство не намерены, и через несколько махинаций успешно сваливают и параллельно тырят государственную собственность. Но король просто так отпускать их не собирается и применяет то, что любят использовать влиятельные люди – связи. Тем временем наше трио наконец догнали пиратов. Но тут оказывается, что Бабет не просто в порядке, она взяла в управление всю команду, и они направляются обратно в Париж. А где Кэп, спрашиваете вы? А его отправили спать в трюме. Да, ситуация. Но ты же знаешь, пошумит немного, выпустит пар, и все будет нормально. И да, я, конечно, понимаю, что это сделано специально, чтобы мы совместно с героями удивились такому повороту, но мне все равно было бы интересно узнать, каким таким образом Бабет умудрилась не просто запихнуть капитана в трюм, а еще и получить преданность всей команды. Видимо, они настолько давно не видели женщин, что с радостью приняли такую замену. Да, такую команду и врагу не пожелаешь. Кэпа хотя бы верный попуга остался, уже что-то. Оказавшись на судне, Энни пытается уговорить Бабет вернуться, но она стоит на своем. И вдобавок к этому приказывает привязать троицу к мачте.
Хотя она могла просто выдать им шлюпку, чтобы вернуть домой, ну или на крайний случай просто за борт выкинуть. В этот момент Кэп наконец расправился с остальными путами, выбрался из трюма и параллельно спас тряпичников с верблюдом от венозного оттока. И вот-вот должна начаться семейная ссора, но ее прерывает наш старый знакомый с личным вышибалой. Они хватают всех и начинают свой коварный план. Щекочет всех до смерти, за счет чего король раздувается до размеров Бетельгейзе. И в итоге ситуацию решает Папуга, ликвидировав гада. И, видимо, взрыв оказался настолько мощным, что разорвал ткани пространства и времени, что все внезапно очутились дома у Марселлы. Слушайте, я пыталась, у вас есть свои объяснения? В общем, да, Кэмэл больше не будет одинок, Бабет приняла свой новый дом, и у них с капитаном все хорошо. Все счастливы, все довольны, а я, наконец, пересказала весь сюжет фильма. И давайте уже подведем итоги. Для начала анимация. За время видео можно было увидеть, насколько она плавная и как учитываются мелкие детали, особенно в No Girls Toy и в I Never Get Enough. Работал над ней уже покинувший нас Ричард Уильямс. Если вдруг вы его не знаете, то он работал над анимацией в «Кто подставил кролика Роджера» и одним из ярких примеров производственного ада «Вор и сапожник». Более подробно о деталях производства можете глянуть в ранее упомянутом видео ностальгирующего критика. А если у вас беды с английским, есть русская озвучка от Джо Шизо. Оба видео я оставлю в описании. Так же, как и в Роджере, идет сочетание живых съемок и анимации. Правда, находятся они на разных плоскостях и друг с другом вообще не пересекаются. Вот у нас идет живая съемка, переход, и вот мы в двухмерном пространстве. Был ли это художественный замысел или просто экономия, понятия не имею. Хотя, погодите, фильм, что сочетает лайв-экшен и анимацию, пускай не напрямую, где два родственника проводят большую часть времени в мрачном лесу и находят новых друзей с запоминающимися песнями. Кстати, о песнях. Их тут много, и они все прекрасны. Кто-то может сказать, что их слишком много, но, камон, этот фильм буквально называется Raggedy Ann and Andy – A Musical Adventure. Очевидно, что каждые 5 минут кто-то будет петь. И во всем этом наборе у меня есть 3 фаворита, что я слушаю отдельно от фильма. На третьем месте у нас Candy Hearts and Paper Flowers, совместная песня Энни и Энди. That's when I remember all the things you've done, little things that warm me like a morning sun. Она тихая, спокойная и может работать как колыбельная. А также этот диалог в середине их номера, он такой простой, но каждый раз цепляет за душу. Сама не знаю почему. You mean that flower I gave you made you feel safe when you were all alone? It sure did. It was the one thing I could really depend on. How come? When somebody really cares for you and they give you something real special, it makes you feel good all the time. All the time? All the time. Even in a place like this where everything's so dark and scary? You bet. Но это третье место, а значит есть минусы. Во время песни есть временами очень странные затянутые кадры, как, например, вот этот. Если что, он длится секунд 40. Плюс во второй половине брат с сестрой начинают петь каждый сам по себе, а не синхронно, что немного портит впечатление. А на втором месте у нас Miracle, песня Кэпа. И по непонятной мне причине из всех песен фильма именно эту перебивают фразами героев дважды. Не дополняют в минусовой части, а именно что перекрывают. Серьезно, создатели, чем вам так капитан не угодил? Ну да ладно, фиг с ним. Перейдем же к нашему первому месту. Ой, да ладно, очевидно, что это No Girls Toy. Будто бы тут могло быть что-то другое. Если не эта песня, я бы вообще про этот фильм не узнала. Музыка, вокал, анимация, все безупречно. Большего тут и не скажешь. Также мне запали в душу дизайны некоторых персонажей. Например, Сьюзи, что списано с подушки для булавок. Или Капитан, у которого усы работают как дополнительные конечности. Прикиньте, если б люди так умели.
Плюс сочетание цветов, мелкие детали, как пуговицы, заплатки, аксессуары. И все это надо санимировать, чтобы глаза не резало. Очередное уважение к аниматорам. Также хочу добавить немного слов про фандом этого фильма. Я была в хорошем смысле удивлена, когда обнаружила парочку видео. Большая часть из них была сборником от Энди Симпов, но были анимации. Да, их немного, но сам факт, что про этот фильм помнят спустя почти полвека, и у него есть фанаты, искренне согревает мне сердце. Ладно, а теперь к сути. За что же именно я полюбила этот фильм? Почему я не могу выкинуть его из головы? И если что, с самого первого просмотра, а то и спустя 4 месяца при написании этого сценария, я посмотрела его 10 раз. Честно, сама до конца не знаю. Вроде классная анимация, а вроде бы песни, что не вылезают из головы. Может, простые обаятельные персонажи? Хотя, думаю, дело в том, как фильм сочетает моменты простой милоты и абстрактного безумия, как в «Розовых слонах» или «Turn the Lights Off». Думаю, это оно. Да, кстати, фильм я смотрела на английском языке. И, ожидая ваш вопрос, я понятия не имею, есть ли у него русская озвучка. Я настолько сильно привязалась к голосам и песням, что даже и не пыталась искать ее. Да, я до сих пор не понимаю некоторые фразы и монологи, но общая суть понятна. И я пойму, если вы не захотите из-за этого его смотреть. Как бы ни расхваливала тряпичников, я понимаю, что это не шедевр. И это нормально, если ваше впечатление будет отличаться от моего. По большей части, это видео было сделано не только чтобы поделиться своими впечатлениями, но и в надежде, что есть люди, которые прошли тот же путь, что и я, и могут поделиться своими эмоциями в комментариях. А учитывая, как выстрелил цифровой цирк, какие-никакие шансы у этого есть. А на этом у меня на сегодня все. Еще увидимся!